Ян Цзянь. Моя мать 18 лет жила во тьме. Дин Сан погибла. За эту кровавую расплату я заставлю тебя заплатить кровью. «16 лет планирования ради сегодняшнего дня. Чэнь Сян, 3 мира нуждаются в герое. Все грехи я возьму на себя». Ян Цзянь, ты, будучи небесным судьей, нарушил закон, заточив свою родную сестру под горой Хуашань. Убил невинную Дин Сян. Ты заслуживаешь смерти. Если бы не твое вмешательство, разве Сань Шенму оказалась бы между жизнью и смертью? Твои волчьи амбиции обязательно навлекут на тебя небесную кару. Уничтожить Ян Цзяня. Вернуть чистоту 3 мирам. Восстановить справедливость. Восстановить справедливость. Моя мать страдала под камнем 16 лет. Сегодня я обязательно отомщу за них. Хорошо. Чэнь Сян, ты не можешь убить его. Он твой дядя. Твой родной дядя. Мой добрый дядя своими руками заточил мою мать под горой Хуашань. И своими руками убил Дин Сян. Такой дядя мне не нужен. Сятян Цуань, отойди. Я нанесу ему еще один удар топором за Дин Сян. Нет. Старший Кан, ты пришел уговорить Чэнь Сина. Верно. Пожалуйста, спаси хозяина. Спаси второго господина. Сятянь Цуань, подойди, я залечу твои раны. Что ты имеешь в виду? Такой подлец недостоин быть твоим хозяином. Дин Сан, не бойся. Тот, кто причинил тебе зло, больше никогда не сможет творить его. Драгоценный фонарь Баолянь. Ты тоже пришел спасти хозяина. Ты наконец понял мои благие намерения. А это, как такое возможно? Ян Цзянь коварен и хитер, как фонарь может его спасать. Почему драгоценный фонарь Баолянь защищает этого негодяя? Наверняка он что-то подстроил. Какая бесстыдная низость. Даже артефакт родной сестры обманом завладел. Жаль, что мы, доблестные мужи, попались на его удочку и помогали злодею. Ян Цзянь заслуживает 1000 смертей. Его преступлениям нет числа. Нужно призвать 9 небесных кар, чтобы восстановить порядок в 3 мирах. 9 небесных кар. Даже бессмертные владыки избегают их. Ни в коем случае. 9 небесных кар – это высшая кара небесного Даа. Их нельзя призывать, если это не преступление, ведущее к гибели мира. 1 разрушает плоть, 3 сжигают кости бессмертного. После 9 душа и дух исчезают бесследно. Передумать. Он держал мою мать под горой Хуашань 16 лет. Сегодня только 9 небесных кар. Чэнь Сян, 16 лет подготовки. Теперь ты окреп. Моя жизнь, даже если я ее потеряю, будет стоить того. Хозяин, в такой момент. Почему ты все еще не говоришь правду? Я расскажу всем правду. Мой хозяин никогда никому не причинял вреда. Сань Шенму была заточена под горой Хуашань, потому что... Мой хозяин никогда никому не причинял вреда. То, что Сань Шенму заточили под горой Хуашань. Это... Прочь. Хватит нести чушь. Хозяин, они все неправильно поняли. Не бери на себя то, чего не делал. Не понимает, что к чему. Сятянь Цуань, ты служишь ему 1000 лет, а до сих пор не видишь, кто он на самом деле. Такой подлец недостоин быть твоим хозяином. Третий принц. Умоляю, спасите его. Вспомните, что он всегда звал вас старшим братом. Его действительно несправедливо обвинили. Старший брат. Да как он смеет.
Когда-то я вырезал свои кости, чтобы вернуть отцу, отрезал плоть, чтобы вернуть матери, и моя душа скиталась без пристанища. Мне не хватало лишь последней нити изначальной энергии Хунмен. Ян Цзянь, не смей. Воссоздание тела в этот момент обернется вечными муками. Нэча несет на себе Куру за убийство. Его ярость не утихла. Ради 3 миров я обязан был это остановить. Ты понимаешь, что твои действия его погубят? Лучше так, чем погубить 3 мира. Если бы мой учитель не защищал меня ценой жизни, я бы давно превратился в прах. Ты лицемер еще хуже подлеца. Нэча, если бы я не остановил это, ты бы не только не возродился, но и погубил бы сотни тысяч простых людей. Пусть это недоразумение исчезнет вместе со мной. Третий принц, Нэча, абсолютно прав. Чтобы укрепить свою власть, он шел на все. Его преступлениям просто нет числа. Он даже родную сестру безжалостно заточил. Родного племянника использовал как пешку, на что он еще способен. Мать, сегодня только 9 небесных кар, тогда справедливость восторжествует. Прошу вас, призовите силу небесного Даа. За отца. Восстановите справедливость. Чинхян, он ведь родной брат мамы. Вы забыли 16 лет беспросветной тьмы. Забыли, как ужасно погиб отец. Мама не забыла. Если вы проявите слабость, это будет предательством по отношению к отцу. Братские узы разорваны окончательно. Я, Ян Лан, сегодня клянусь этим именем. Готова использовать свою бессмертную энергию как проводник, разорвать братские узы и низвергнуть 9 небесных кар, чтобы уничтожить преступника Ян Цзяня. Хозяин, объясни же им. Они все тебя неправильно поняли. Сяотянь Цуань, не цепляйся больше. Следуя за мной, ты претерпел бесчисленные обиды. После сегодняшнего дня ты будешь свободен. Хозяин, мне не нужна свобода. Мне нужно, чтобы ты жил. Расскажи им правду. Сяотянь Цуань, я обидел тебя. Некоторые истины не нужно говорить. И нельзя говорить. Хозяин, если ты решил умереть, я тоже не буду жить. Позволь мне защитить тебя в последний раз. Хозяин, в твоем теле у тебя еще осталась 1/10 магической силы. Этой 1/10 достаточно. Я уведу тебя отсюда. Хозяин, почему ты не уходишь? Остаться здесь значит ждать смерти. Идут. Хозяин, какая сильная демоническая энергия. Плохо. Это же 9-кратная запирающая души формация пожирания бессмертных. Она может поглощать нашу бессмертную энергию. А затем преобразовывать ее в силу, запирающую души, чтобы запереть и уничтожить наши души. Ян Цзянь хочет превратить нас всех в питательные элементы для своей формации, чтобы восстановить свою культивацию за счет нашей бессмертной энергии и даже прорваться на новый уровень. Какой коварный план! Ах ты, Ян Цзянь! На пороге смерти ты все еще пытаешься создать формацию, чтобы погибнуть вместе с нами. Он даже со своей родной сестрой так жестоко поступил. Что удивительного в том, что он создает такую злобную смертоносную формацию, чтобы навредить нам. Мама,
Такой коварный и безжалостный негодяй не заслуживает ни капли нашего милосердия. Эта формация защищает даже от меня. Он действительно хочет превратить нас в питательные элементы, чтобы продолжать крепко сидеть на своем посту небесного судьи и творить бесчинство. Ян Цзянь, ты уже на последнем издыхании. Зачем тебе это? Ха-ха-ха. Ян Цзянь, ты не победишь. Формация уничтожения богов завершена. Они все умрут. Хозяин. Хозяин, значит. Вот почему ты не хотел уходить. Сиатянь, моя сила исчезла. Потом позаботься за меня. О семье Линьер. Небесная кара свершилась. Уничтожить Ян Цзяня. Ян Цзянь, сегодня твой смертный час. Второй брат. Второй брат. Прощай. Стой. Все стойте. Сиатянь Цуань, ты хочешь умереть вместе с ним? Убирайся. Сиатянь Цуань, ты все еще заблуждаешься. Ян Цзянь уже расставил смертельную ловушку. И ты все еще защищаешь его. Это вовсе не смертельная ловушка. Это защитный строй. Мой хозяин исчерпал последние силы, чтобы установить этот строй, чтобы остановить того, однорукого демона и его демоническую энергию, чтобы защитить всю гору Хуашань. Сиатянь Цуань, не нужно оправдывать Ян Цзяня, выдумывая такую ложь. Если бы действительно была демоническая энергия, как бы мы ее совсем не заметили. Посмотрите сами, есть ли в этом строе хоть капля убийственного намерения. Если бы мой хозяин хотел вам навредить, он бы только что не рисковал своей жизнью, принося в жертву свою душу, чтобы остановить демона. Мой хозяин исчерпал последние силы, чтобы остановить того однорукого демона, чтобы защитить всю гору Хуашань. Странно, этот строй действительно. Только намерение защитить, ни капли злобы. Даже так это ничего не доказывает. Неужели мы действительно неправильно его поняли? Какая сильная демоническая энергия. Моя божественная сила поглощается. Это Ян Цзянь. Это его смертельная ловушка. Сначала он использовал защитный массив, чтобы мы расслабились. Да, это точно он. Какой коварный замысел. Сегодня я разорву тебя на куски. Больше нельзя ждать. Убьем Ян Цзяня, и демонический массив будет разрушен. Брат, ты действительно так сильно нас ненавидишь. Небесный путь превыше всего. Грешный бог Ян Цзянь, чьи преступления ужасны. Прошу, не спошли небесную гору. Хозяин, они все равно тебе не верят. Я пойду с тобой. Хозяин. Забудь, что у тебя был такой хозяин. Сиатянь Цуань, ты наконец-то сможешь снова стать самим собой.
Это воспоминания Ян Цзяня. Они извлечены. Это воспоминания Ян Цзяня. Они извлечены. Извлечение души и духа. Это самое жестокое наказание в 3 мирах. Боль от рассеивания души и духа. Не каждый бог может вынести. Его, Ян Цзяня, грехи слишком велики. Он сам виноват в том, что оказался в таком положении. Именно. Он так нас унизил. Смерть для него слишком мало. Фрагменты памяти. Фрагменты памяти, почему они проявляются? Брат, твои воспоминания. 9 небесных кар могут даже извлекать память человека. Отлично. Как раз вовремя. Пусть мы своими глазами увидим все грехи, совершенные Ян Цзинем за эти годы. Да. Давайте посмотрим, сколько грязных мыслей скрывает этот лицемер. Эй, этого гуся подстрелил я. Быстро верни его мне. Тьфу. Ян Цзянь, подлец. А я-то когда-то искренне считал его своим старшим братом. Не ожидал, что он окажется таким бесчувственным и подлым негодяем. Не ожидал, что он окажется таким бесчувственным и подлым негодяем. Как застава Чинтан могла прийти в такое запустение? Кого вы ищете? Нэча дома. Только не дай бог, чтобы господин услышал. Третий молодой господин натворил беды. И умер почти 3 года назад. Сегодня господин пошел с людьми сносить его храм. В чем провинился Нэча? Тогда третий принц устроил переполох в Восточном море. Убил третьего принца драконьего царя. Да еще и вырвал его драконьи жилы. Небеса покарали его. Третий принц, он же сам себя наказал. Восточное море. Ян Цзянь собирается доставить неприятности моему Восточному морю, чтобы отомстить за Нэча. Тогда он умер так ужасно, вырвав кости и плоть. А его так называемый отец не проявил ни капли скорби. Наоборот, он считал это позором и запрещал говорить об этом. Ян Цзянь. Он все еще помнил обо мне. И даже отправился в Восточное море, чтобы добиться справедливости для меня. Постойте, мой отец тогда не говорил, что Ян Цзянь приходил в Восточное море, чтобы устроить проблемы. Он действительно не входил в Восточное море. Он только притворяется и обманывает. Он действительно не входил в Восточное море. Он только притворяется и обманывает. Могу ли я спросить, юный бессмертный, истинный человек Тэя в своей пещере? Высший бессмертный, мой учитель сейчас в пруду с лотосами. Воссоздает тело Нэча. Ему неудобно встречаться. Пожалуйста, подождите, высший бессмертный. Воссоздает тело. Высший бессмертный. Остановитесь. Учитель сказал, что во время воссоздания тела нельзя беспокоить. Ян Цзянь. Это критический момент для воссоздания тела Нэча. Один неверный шаг, и все будет потеряно. Не смей. Наставник. Нэча обременен кармой убийства. Его злоба не рассеялась. Такое изменение судьбы вопреки небесам уже разгневало небесный путь. Ради покоя 3 миров. Я должен это остановить. Ты понимаешь, что этим ты его погубишь? Это лучше, чем погубить 3 мира. Ради покоя 3 миров. Я должен это остановить. Ты понимаешь, что этим ты его погубишь? Это лучше, чем погубить 3 мира. Ранил небожителя. Вторгся в пещеру. Этот Ян Цзянь просто подлец. Ради своих эгоистичных желаний он посмел нарушить покой священной пещеры небожителей. Я думала, он хоть немного искренен со мной.
Но я, очевидно, ошибалась. Почему Ян Цзянь не использует свое трехконечное двулезвийное копье? Что-то здесь не так. Это... Ян Цзянь. Ты что? Наставник. Вы используете корень лотоса, чтобы воссоздать тело Нэча. Это изменение судьбы вопреки небесам. Это противоречит небесному пути, под обратным ударом небесного пути. Нэча не только не сможет возродиться, но и застава Чинтан пострадает. Сотни тысяч жителей погибнут. Мой ученик отдал кости отцу. Отрезать плоть для матери – это тоже проявление сыновней почтительности. Я не могу смотреть, как его душа рассеивается. Этот драгоценный фонарь Баолянь – это сокровище, подаренное мне богиней Нюйвой. Его магия превосходит ограничения небесного Даа. Использовать его для воссоздания тела Нэчи лучше не придумаешь. Этот драгоценный фонарь Баолянь – это сокровище, подаренное мне богиней Нюйвой. Его магия превосходит ограничения небесного Даа. Использовать его для воссоздания тела Нэчи лучше не придумаешь. Это слишком ценно. Ты даже использовал свою истинную энергию, чтобы очистить этот магический артефакт. Если отдать его Нэчи для тела, боюсь, это сильно повредит тебе. Это всего лишь внешняя вещь. Я потренируюсь некоторое время, и ничего страшного не случится. Жизнь Нэчи под угрозой. Нельзя больше медлить. Он на самом деле отдал драгоценный фонарь Баолянь. Защитный магический артефакт, дарованный богиней Нюйвой. Который он сам ни разу не использовал. Нэча. Как это возможно? Плохо. Ладно. Ян Цзянь – это жизнь моего ученика. Ты сделал все, что мог. Отпусти. Если будешь держаться дальше, твоя основа Даа будет разрушена. Все в порядке, все в порядке. Через несколько дней я найду для него лекарство, чтобы восстановить силы. Когда душа окрепнет, он сам проснется. Истинный человек. Нэча. С ним все хорошо. С драгоценным фонарем Баолянь и твоей истинной энергией ему в будущем будет только лучше. Только душе и новому телу еще нужно притереться друг к другу. Через несколько дней он сможет встать с постели. А вот ты ранен серьезно. Я должен заставить Нэчжу хорошенько поблагодарить тебя. Всего лишь фонарь. За что благодарить? Этот мальчишка называет тебя старшим братом Ян Цзинем, верно? Мэмэ. Впредь так называть нельзя. Это нарушит иерархию. Что вы имеете в виду, истинный человек? Тело человека полностью происходит от эссенции отца и крови матери. Нэчжа, будучи юным, не знал меры. Он отдал кости отцу и плоть матери. И больше не имеет отношения к супругам Ли Цзин. Нынешнее новое тело, драгоценный фонарь Баолянь, был создан твоей истинной энергией. Он един с твоей эссенцией. А та последняя капля крови из твоего сердца в конечном итоге способствовала слиянию души с фонарем и возрождению Нэчжи. Эссенция отца и кровь матери – все от тебя одного. Почему бы тебе не признать его своим сыном? Истинный человек шутит. Хотя это и шутка. Но Нэчжа действительно многим тебе обязан. Я должен заставить его хорошенько отплатить тебе. Не нужно. Нэчжа еще так молод. Зачем ему нести этот долг благодарности? Я помнил о нем каждый день. Раз он зовет меня старшим братом,
Я, конечно, должен его защищать. Я лишь хочу стать сильнее, чтобы защитить тех, кто рядом, чтобы они жили в мире и радости. Этого достаточно. Старший брат Ян Цзянь. Третий принц. Хотя он и оказал тебе милость, потом он совершил столько зла, заточил мою мать и стал нашим врагом. Ты не виноват. Виноват он или нет, но теперь, похоже. За этим кроется нечто большее. Да, если бы он был действительно бессердечным, зачем бы он так старался ради Нече? Старший брат Ян Цзянь. Неча принял твою милость крови и сущности. Сегодня, пока во мне есть хоть искра жизни, я обязательно защищу тебя, старший брат. Старший брат Ян Цзянь. Неча принял твою милость крови и сущности. Сегодня, пока во мне есть хоть искра жизни, я обязательно защищу тебя, старший брат. Мне не нужно, чтобы ты возвращал долг. Если ты действительно чувствуешь себя обязанным, помоги Чэнь Сяну. Даже если тогда он и испытывал чувства к третьему принцу, но потом он все равно ради власти и положения забыл о своих истинных намерениях. Верно, Ян Цзянь – мастер маскировки. Тогда он обманул многих этой фальшивой маской преданности и справедливости. Правда это или нет, но амбиции Ян Цзяня известны всем. Даже если сейчас он действительно рискует ради Нечи, и это не назовешь великим подвигом. Братец Дзянь, о чем ты думаешь? Так задумался? Неужели это та самая, маленькая демоница, которую он назвал сестрой? Ее зовут Сяде. Ты, девчушка, разве ты не всегда совершенствовалась в горах? Почему же сейчас ты сбежала погулять? Братец Дзянь, я больше не хочу совершенствоваться. Разве ты не всегда хотела попасть в ряды бессмертных? Ты 1000 лет усердно трудилась, тебе остался всего один шаг, а ты хочешь сдаться. Когда я совершенствовалась в горах, я спасла одного человека. Я люблю его, я хочу быть с ним. Союз человека и демона – величайшее табу небес. Ты, демон, боюсь, ты только навредишь ему. Поэтому я и пришла к братцу Цзиню за помощью. Я хочу стать человеком. Превращение из демона в человека невыносимо болезненно. И после этого не будет перерождения. Ты хорошо подумала. Лишь бы быть с ним, даже если это всего одна жизнь, я согласна. Братец Дзянь, мне так больно. Сяды. Превращение из демона в человека подобно сдиранию кожи и смене костей. Это неизбежное испытание. Выдержишь, и твое желание исполнится. Ян Цзянь так добр. Разве он не ненавидит больше всего, когда поддаются мирским чувствам? Иначе он не был бы так бессердечен и жесток к Сань Шенму. Он действительно помог этой маленькой демонице стать человеком. Наверное, он потратил немало сил. Брат Ян Цзянь не всегда был бессердечным и жестоким. Да, возможно, став небесным судьей. Он потерял совесть. Если бы он не был этим никчемным небесным судьей. Я, Мэй Лаолю, все равно бы называл его вторым господином. Он так снисходителен к приемной сестре, а ко мне. Все эти бабочки – сестры Сяады. Если ты ее расстроишь, я отдам тебя ей, чтобы она тебя сварила. Похоже, Сяаде хорошо живется. Эта девчонка живет жизнью смертных ярко и насыщенно. Сяаде. Брат Дзянь, это ты? Я ведь не сплю, да? Это я. Где Лю Чинвэнь? Ты так больна. Почему он не пришел ухаживать за тобой? В прошлом году сын неба Джоу объявил набор талантов, он уехал в Хадзин искать работу. Брат Дзянь, я просто простудилась, все в порядке.
Брат Дзянь, я очень переживаю. В прошлом году Чин Вэнь стремился в столицу, сказал, что хочет, чтобы мне жилось лучше. Но он уехал и до сих пор не вернулся. Не торопись, говори спокойно. Я боюсь, что с ним что-то случилось в пути, боюсь, что он не нашел работу и в отчаянии совершит какую-нибудь глупость. Братец Дзянь, отведи меня к нему, поищем его. Хорошо. Я отвезу тебя в столицу, искать его. А пока отдыхай спокойно. Я уже попросил слугу пригласить лучшего лекаря в городе. А как же Чин Вэнь? Мы ведь скоро его найдем. Обязательно. Сначала поправь здоровье. Когда тебе станет лучше, я сразу приведу его к тебе. Господин, не желаете ли скоротать вечер в павильоне любования ароматом? Этот браслет. Это же тот самый золотой браслет с жемчугом, что второй брат подарил Сяаде в качестве приданого. Господин Цзян, вы пришли. Девица Жуюэ все уши прожужжала, вас вспоминая. Сестрица Сяаде еще больна, так скучает по нему, а он явился в такое место и даже не подумал зайти домой, проведать ее. Вот негодяй. Ян Цзян, убей его скорее. Сяды, я уже нашел Лю Чинвэня. Мэмэ. Он не нашел себе службы и ни за что не соглашался возвращаться с пустыми руками. В этом есть некое чувство собственного достоинства. Сяды, ты. Братец Дзянь, после того, как ты ушел, хозяйка, которой ты поручил заботиться обо мне, пришла поговорить со мной. Я с первого взгляда заметила у нее в волосах жемчужную заколку. Хозяйка лавки сказала, что она купила это дешево в ломбарде. Это господин Дзян дарил девушкам из борделя. У тех девушек было много таких, и когда им нужны были деньги, они продавали их за бесценок. Братец Дзянь, это ты подарил мне на свадьбу. Сяды, забудь его. Я отвезу тебя обратно в Гуанцзянку, как раз составишь компанию моей третьей сестре. Я придумаю, как ты сможешь снова совершенствоваться. Братец Дзянь, ты такой добрый. Но я понимаю, что я уже ни на что не гожусь. Я уже приняла яд до твоего возвращения. Я просто хотела увидеть тебя еще раз, прежде чем уйти. Сяды, он не стоит того, чтобы так поступать. Даже если ты больше не можешь быть бессмертной, у тебя еще есть целая жизнь впереди. Почему ты так не бережешь себя? Братец Дзянь, он обманул меня. Как я могу продолжать жить? Я просто не понимаю. Ян Цзянь, ты должен убить этого ублюдка, отомстить за Сяды. Сяды, ты больна. Тебе нужно беречь себя. Не волнуйся. Я сейчас же найду твоего мужа, чтобы он составил тебе компанию. Я должен был казнить тебя медленной смертью, но Сяады все же любила тебя. Так что я дарую тебе быструю смерть. Душа Сяады уже рассеялась. Иди, составь ей компанию. Правильно убил.
Таких предателей нужно рубить на куски. Неудивительно, что он так предвзят. Неудивительно, что он так ненавидит Янчана. Но Янчан не такой человек, чтобы его сравнивать. Чиньян держит меня на горе Хуашань, лучше твоего отца. Возможно, из-за этого он загнал тебя в тупик, вызывая ненависть. Учитывая наши многолетние братско-христианские отношения, Чиньян, давай больше не будем об этом, хорошо? Чиньян держит меня на горе Хуашань, лучше твоего отца. Возможно, из-за этого он загнал тебя в тупик, вызывая ненависть. Учитывая наши многолетние братско-христианские отношения, Чиньян, давай больше не будем об этом, хорошо? Мама, как вы можете говорить, что не будете об этом? Даже если он защитил тетю Ды, это было в прошлом. С тех пор, как он занял пост судебного небесного бога, его сердце остыло. В его глазах только холодные небесные законы, нет ни капли родственных чувств. 20 лет страданий. Почему вы говорите, что не будете об этом? И все. Третья сестра, ты слишком мягкосердечна. Ты забыла, как тогда, потеряв лицо, он в гневе отправил фею Йоца из моего ведомства 100 цветов. В колесо перерождений. Да, как же невинна была сестра Йоца. Как же это жаль. В пещере Цзюлин на горе Фушань в ущелье Ганьцзянь. 9 демонов объединились в банду. Силой захватив духовную обитель феи Йоца из ведомства 100 цветов. Они оскорбили небесную власть, и ведомство 100 цветов не смогло их наказать. Поэтому мы доложили небесам и просим истинного владыку усмирить демонов. Байхуа – близкая подруга Лянер. Это дело я возьму на себя лично. Это будет как одолжение Лянер, чтобы она выглядела достойно. Горы прекрасны, воды чисты, повсюду царит благодать. Хотя на юго-востоке и бурлит негодование, и травы скорбят, нет и следа демонической скверны. На этой горе нет и следа демонов. Горы прекрасны, воды чисты, повсюду царит благодать. Хотя на юго-востоке и бурлит негодование, и травы скорбят, нет и следа демонической скверны. На этой горе нет и следа демонов. Приветствую, Высший Бессмертный. Не зная о прибытии истинного владыки, я, ничтожный бог, не смог встретить вас должным образом. Смертный грех, смертный грех. На горе Фуян глубока несправедливость. Как хорошо, что несколько высших бессмертных обратили на это внимание. Наконец-то можно очистить от демонической скверны. Какое счастье! Какое счастье! Несправедливость! Ты, горный бог этих мест, хорошо знаешь историю. Ведомство 100 цветов доложило, что 9 демонов силой захватили обитель Йоца. Эта несправедливость относится к этому делу. Именно так. Те 9 демонов из пещеры Цзюлин. Они угнетают слабых и бесчинствуют. Я давно страдаю от них. Несколько бессмертных пришли, чтобы наказать их. Это действительно великая заслуга. Кто же их наказал? Фея Йоца присмотрела пещеру Цзюлин. Изначально это было их великое благословение. Кто не знает, что ведомство 100 цветов и Сань Шенму в хороших отношениях? Не говоря уже о том, что вы, истинный владыка, обладаете великими способностями и презираете 3 мира. Даже Сань Шенму, держа драгоценный фонарь, Баолянь, непобедима в бою. Йоца – всего лишь цветочный дух, недавно ставший бессмертным, с ничтожным уровнем совершенствования. Как она могла основать обитель в этой знаменитой горе? Эта пещера Цзюлин, боюсь, изначально была старой обителью тех 9 демонов. Сестра, боюсь, ее подговорили из ведомства 100 цветов, чтобы она устроила беспорядок. Ты веди меня, я хочу посмотреть пещеру Цзюлин. На самом деле, вам, бессмертный, не нужно лично утруждаться. Сань Шенму, она, чтобы помочь брату, уже уничтожила всех демонов в пещере. Бессмертный. В этой пещере было 174 демона.
Кроме главного злодея, Даоса Хе и его сына, которых спас демон в черном одеянии, остальные 171 демон, боюсь, все уже были наказаны по закону. Вы, старец. Вы, старец. 171 человек. Я. Я не знала, что так много погибло. Какое злодеяние? Это не изгнание демонов, это истребление целого рода. Больше сотни жизней, и даже младенцев в колыбелях. Сань Шенму, даже если это изгнание демонов, ты зашла слишком далеко. Нет, это не так. Я не ошиблась. Это они первыми обидели младшую сестру Йоца. Сестра Байхуа и я так близки, что плохого в том, что я ей помогла. Но тебе не нужно было вырезать весь их род, верно? И что, если я зашла слишком далеко? Эти демоны в любом случае заслуживали смерти. Ты и есть тот самый Судья Небес, так называемый старший брат Сань Шенму. Да, и что с того? Раз ты Судья Небес, у меня есть вопрос. Есть ли у вас, высших бессмертных, право произвольно истреблять целые семьи невинных? Это вы первыми обидели сестру Йоца. Ляньер, не безобразничай. Таких демонов каждый должен истреблять. Истинный владыка, пусть третья сестра совершит правосудие от имени небес. Фея Байхуа, расследование дел – моя обязанность. Не вам вмешиваться, и если ты еще раз подстрекнешь Ляньер, я тебя первой не пощажу. Если бы у тебя был драгоценный фонарь, Баалянь, отнять мою жизнь было бы проще простого. В противном случае, кто победит, сказать очень трудно. Ты думаешь, что мое владение копьем не превзойдет твое? В боевых искусствах исход неизвестен. Но жизни этих двух женщин я заберу. У меня есть предложение. У тебя есть братья, а у меня только эта сестра. Инициатива в твоих руках. С драгоценным фонарем, Баалянь, ты непобедим. У меня есть выбор. Если ты согласишься, я гарантирую, что моя сестра не вмешается, и тем более не использует драгоценный фонарь Баалянь. Мы сразимся честно, без использования артефактов. Но пока ты меня не победишь, сколько бы лет ни прошло, ты не будешь мстить моей сестре. Второй брат, как же так? Именно истинный владыка. Оставлять тигров живых неразумно. Не будь слишком самоуверен. Линьер, если ты все еще считаешь меня своим вторым братом, то не говори больше ни слова. Хорошо, я согласен. Мы сразимся в боевых искусствах. Если я выиграю, твоя сестра не избежит правосудия. Если я проиграю, пока не одержу над тобой победу, даже если меня будут рубить топорами, я не трону ни единого волоска на твоей сестре. Никто не смог бы с такого близкого расстояния, выдержав удар заклинания кровавого взрыва, так спокойно отрубить мне руку. Я проиграл. Убей меня. Я признаю свое поражение в этом бою. Зачем мне тебя убивать? На твоем месте я бы немедленно ушел, пока тот не передумал. После того, что ты сказал, неважно, умру я сегодня или выживу. Я могу гарантировать, пока я не одолею тебя, истинный владыка Синьшен. Сколько бы лет ни прошло, кровавое месть за пещеру Цзюлин больше никто не будет упоминать твоей сестре. Нельзя его отпускать. Третья сестра. Твой второй брат не может оставлять врага. Ляня, что ты делаешь? Что ты делаешь? Второй брат, Тиранин. Почему ты не дал мне использовать драгоценный фонарь, Баалянь? Второй брат, ну что ты в самом деле? Зачем спорить с родной сестрой? Я же не расскажу никому, чтобы ты не потерял лицо. Отпустить тигра в горы значит навлечь на себя бесконечные беды. Даже ты едва избежал поражения. Если он отомстит, разве мы с третьей сестрой не попадем в беду? Фея 100 цветов. Я внимательно изучил твой отчет о пещере Цюлин.
Где фея Йоца? Где фея Йоца? Раз в отчете сказано, что пещера Цюлин – ее обитель. Немедленно приведи ее сюда для очной ставки. Второй брат, зачем тебе это? Фея Йоца еще молода и неопытна. А сестра 100 цветов просто ошиблась по глупости. Разве ты не можешь проявить снисхождение ради меня? Лянер, именно потому, что ты моя сестра, я не могу проявлять фаворитизм. Перед небесными законами все равны. Если сегодня не выяснить правду и не наказать виновных, то в будущем будет еще больше подражателей, и это приведет к еще большим бедам. Полчашки чая. Фея 100 цветов, сестрица Саньшенму. Как же я по тебе соскучилась. Йоца, я тебя спрашиваю. Более 2000 лет назад 9 демонов уже жили в пещере Цюля. О каком захвате идет речь? Верно, Йоца поступила неправильно. Но пещера, которую присмотрел Бессмертный. А те 9 демонов, полагаясь на свою силу, не уступали и отчаянно сопротивлялись. Они сами напросились на смерть. Неисправимые. Йоца солгала о происшествии, исказила факты. Ее нельзя простить. Немедленно доставить в храм правосудия для наказания. Второй брат, я знаю, что сегодня ты потерял лицо перед демонами, и тебе неприятно. Но как ты можешь срывать злость на сестре Йоца? Все равно большинство демонов – негодяи, и их смерть заслужена. Лянер. В той пещере Цюлин были и старые, и молодые. И младенцы в пеленках. 171 жизнь. Все они погибли из-за вашего эгоизма. Как ты можешь говорить, их смерть заслужена? Это они не хотели уступать пещеру. Поэтому и постигла их такая участь. К тому же, даже если я убила по ошибке, то это я научилась у тебя. У меня научилась. Когда это я учил тебя хвастаться драгоценным фонарем, Баалянь, и безжалостно убивать невинных? Ты думаешь, я не знаю обо всем, что ты делаешь на небесах, чтобы укрепиться на посту небесного судья? Ты эгоистичен и творишь бесчинство. Скольких бессмертных ты оскорбил? Сегодня я защищу сестру Йоца. Пещеру Цюлин уничтожил я. Всю вину я возьму на себя. Это никак не затронет твою должность небесного судьи. Ты не сможешь ее защитить. Второй брат, какое у тебя жестокое сердце. Я больше не признаю тебя своим вторым братом. Он ради власти пренебрегает родственными чувствами. В конце концов, должность небесного судьи важнее. Старший брат Ян Цзянь действовал по справедливости, о какой жестокости речь? Если бы не ты подстрекал Саньшенму, как бы могла произойти такая беда? И ты еще смеешь здесь сеять раздор. Все равно он меня не послушал. Все равно схватил Йоца. И жестоко наказал, отправив в колесо перерождений. Йоца была всего лишь маленькой феей, только что ставшей бессмертной. Ян Цзянь на словах говорил о соблюдении небесных законов, но разве не ради должности небесного судьи? Если бы он не жаждал высокого положения, как бы потом он заточил третью сестру под горой Хуашань? В его сердце. Родственные чувства совершенно не сравнятся с этими холодными небесными законами. Не сравнятся с его должностью небесного судьи. Прошел год. Год после случая с Йоца. Лянер уже год не ступала в Божественный дворец. Ее характер упрям, она ни за что не уступит первой. Но если так будет продолжаться, в порыве эмоций она может натворить бед. Ладно, в конце концов, она родная сестра. Сегодня ее день рождения. Считай, что я, твой брат, уступил.
Сегодня государственные дела откладываются. Пойдем со мной на гору Хуашань, чтобы отпраздновать день рождения Сань Шенму. Есть, второй господин. С ними будет веселее. Может быть, сестренка Лянь временно забудет старые обиды. Если она снова заговорит о прошлом, то в присутствии посторонних не будет такой резкой. Что-то не так. Лянь всегда была такой аккуратной. Почему храм Сань Шенму так заброшен? Сиатянь Цуань. Я здесь. Немедленно выясни, где находится Сань Шенму. Есть. Сань Шенму недалеко ушла. Она в персиковой роще в 10 ли отсюда. Там и фея 100 цветов, и 4-я принцесса Восточного моря. Ой, почему там мужчина и младенец? Сань Шенму. От Сань Шенму пахнет молоком, а также тем мужчиной и младенцем. Младенец. Молоко. Нет, нет, этого не может быть. Веди. Я должен сам все увидеть. Он собирался на гору Хуашань, чтобы отпраздновать день рождения Сань Шенму. Кто бы мог подумать, что вместо празднования Он сам разрушит семью Сань Шенму. Когда-то я спасла Янчана, который упал. Он был так образован. Написал мне столько стихов. Мы больше не могли жить друг без друга. Мы поклялись быть вместе навсегда, из жизни в жизнь, никогда не расставаясь. Чэйхян, ты знаешь, сегодня как раз тот день, когда мы с твоим отцом познакомились. Судьба матери уже в прошлом. Теперь небесные законы изменились. Вся семья воссоединилась, и мы счастливы. Вам не стоит больше грустить. Второй брат, как ты здесь оказался? Второй брат, твой вид напугает Янчана. У меня нет такой сестры. Ты прекрасно справилась, совершив такое. Ты забыла, что обещала мне раньше. Янчан, иди спрячься в доме. У меня есть драгоценный фонарь, Баалянь. Он ничего не сможет нам сделать. Драгоценный фонарь, Баалянь. Я баловал тебя 1000 лет, а ты направляешь на меня драгоценный фонарь, Баалянь. Я знаю, ты — судебный небесный бог. Ты не хочешь терять свое положение. Но я не могу потерять Янчана. Второй брат, он мой муж. Это мой ребенок, мы — семья. Прошу тебя, уступи. Позволь нам спокойно прожить жизнь мужем и женой. Он прячется за спиной жены, даже ребенка не может удержать. Тот, кто хуже женщины, достоин быть семьей Ян Цзяня. Как ты можешь так говорить о нем? Характер и таланты Янчана ничуть не хуже твоих. По крайней мере, он понимает чувства. И будет хорошо ко мне относиться. Не то, что ты. Ради положения ты отбросил родственные чувства и честь, как старую обувь. Замолчи. Ты самовольно вышла замуж за смертного. Ты нарушила небесные законы. Я, как небесный судья, не могу допустить несправедливости. Немедленно следуй за мной в небесный двор, чтобы понести наказание. Опять эти небесные законы. Ян Цзянь, я давно раскусила твою маску. Ты просто боишься, что я пошатну твое положение. Сань Шенму, не надо. Ты хочешь убить Янчана и моего сына. Ян Цзянь, ты не посмеешь. Хозяин. Ляньер, ты вынуждаешь меня. Я не использую драгоценный фонарь, Баалянь. Я хочу, чтобы он спас моего сына и мужа. Это ты. Ты смотрел, как отец и старший брат разбились насмерть. А теперь хочешь погубить всю мою семью.
Нет, я не позволю трагедии детства повториться. Ян Цзянь, ты не посмеешь. Какой бессердечный Ян Цзянь. Довел свою родную сестру до такого состояния. Я не смогу его одолеть. Даже если он ранен, все равно нет. Йинчан, Чиньхян, простите меня. Иначе вам не пришлось бы столько лет страдать. За добро воздастся добром, за зло – злом. Сань Шенму, твои страдания уже были вознаграждены. Из жизни в жизнь никто больше не сможет нас разлучить. Сестренка, не грусти. Ради такого верного и преданного мужа, как господин Лю, все твои страдания того стоили. Как же это завидно. Нет, нельзя допустить, чтобы прошлое повторилось. Мать Исяды. Нельзя позволить сестре поступать так своевольно. Разрушила все, что у нее было. Горы рушились, земля трескалась. С того дня. Холодная пещера у подножия горы, каменная платформа, окруженная водой, поглотили 20 лет моей жизни. Без света, без химии. Если бы не Чиньхян, я бы давно сдалась. Ланер, спасибо тебе за такую непоколебимость. Все эти годы я одна воспитывала Чэньсина, днем и ночью мечтая о нашей встрече. Сегодня, видя, что твои чувства не изменились, все мои ожидания того стоили. Какое жестокое сердце. Какие безжалостные методы. И все это против своей любимой сестры. Почему он стал таким бессердечным? Ян Цзянь злобен. Ради власти он даже родную сестру заточил. Сегодня он получил 9 кар. Третья сестра, ты знаешь, что тайный брак со смертным – величайшее нарушение небесных законов. Сейчас, из-за нашей братской любви, если ты откажешься от Лю Йинчана и мысли о том, чтобы быть с ним всю жизнь, я выпущу тебя. Я также помогу тебе скрыть это, обеспечив тебе мирную жизнь. Второй брат. Мы с Йинчаном любим друг друга, давно решили быть вместе. Даже если это нарушает небесные законы, я никогда не пожалею. Ты знаешь, что твое упрямство только навредит тебе. И им. Если Небесный двор узнает об этом, он не оставит это без внимания. Мое решение принято. Второй господин, не нужно меня отговаривать. Мой бедный сын родился без матери. Третья сестра, я нашел Лю Йинчана и Чэньсина. Сейчас с ними все в порядке. Тебе не стоит так сильно беспокоиться. Второй господин, ты говоришь правду. Где они? Могу ли я их увидеть? Я решил, что через 100 лет, когда жизнь Лю Йинчана и его сына подойдет к концу, я верну тебе свободу. Тогда ты вернешься на Небесный двор, и твоя жизнь будет спасена. Избежишь участи нашей матери. Второй господин, я просто хочу их увидеть. Чиньхяну всего 3 года. Я еще не обнимала его как следует. Еще не видела, как он растет. Второй господин, пожалуйста, отведи меня к ним. Ладно, я отведу тебя к ним один раз, чтобы ты не сожалела всю жизнь. Но ты не можешь покидать это место. Я могу взять только твою душу. Я согласна, второй господин. Я лишь хочу взглянуть на них издалека. Где они? Возможно, вышли. Я спрошу. Кто вы, двое? Вам что-то нужно от семьи Лю Йинчана. Где Лю Йинчан? А, вы про их семью. Им повезло. Старик, что вы имеете в виду? 3 года назад господин Лю не сдал экзамен на Цзиньши. Он вернулся с ребенком, потерянный и подавленный. Этим двоим жилось нелегко. Спотыкаясь, они дожили до сегодняшнего дня. Неожиданно удача повернулась к ним лицом. Их заметил господин Чан из соседней деревни Чанца. Он взял его в зятья, чтобы тот жил в его доме. А что с ребенком? У господина Лю из нашей деревни не было сыновей. Он очень хотел сына. Господин Лю отдал ему своего сына. Невозможно. Это невозможно. Йинчан никогда бы так со мной не поступил. Он никогда не бросил бы Чиньхина.
Вот как. Оказывается, этот Лю Янчан на самом деле бессердечный и неблагодарный человек. Он бросил Сань Шенму и женился на другой. И даже отдал своего родного сына. А Сань Шенму так искренне любила его. Не думала, что он такой предатель. Нет, вы видели? Я не женился на другой. Я всегда жил с Чэнь Сином. Да, мама. С тех пор, как я себя помню, я был с отцом. Я никогда не был в доме господина Лю. Тогда, что же это такое? Я не разбираюсь в магии, но это определенно проделки Ян Цзяня. Он хочет поссорить нас с мужем. Да, это точно так. Чинхян, это так, не правда ли? Правда это или ложь? Разве мы не узнаем, если продолжим смотреть? У Ян Цзяня есть свой замысел, поступая таким образом. Давайте пока подождем и посмотрим. Третья сестра, ты отдала всю свою жизнь за счастье, но получила лишь 3 года верности. Стоило ли оно того? Зачем ты так страдаешь? Неужели ты не хочешь проснуться? Я думал, ты сможешь разглядеть его истинное лицо и начать все сначала. Не ожидал, что ты будешь так ослеплена. Третья сестра, я предпочту, чтобы ты продолжала меня ненавидеть, чем чтобы ты так унывала. Просто забудь об этом. Второй брат отомстит за тебя. Значит, все это было правдой. Это был он. Это был он, кто стер мои воспоминания. Значит, моя 20-летняя одержимость была шуткой. Неудивительно, что старший брат Ян Цзянь так ненавидел его и бросил его в 18-й круг ада. Если бы мою сестру так обидели, я его тоже не прощу. Бедное дитя. Жена, давай спать. Отец сказал, что ты сдал экзамены. Но я слышала, что ты раньше был женат. Мне неспокойно. Был женат. Но это было больше 3 лет назад. Сейчас я не знаю, жива ли она. Ее местонахождение неизвестно. Сейчас я один. Ты теперь моя жена. Твоя бывшая жена была очень красива. Ты будешь о ней вспоминать. Мы были вместе всего год. Она очень красива и очень выдающаяся. Многое пожертвовала ради меня. Но перед ней я всегда чувствовал себя неполноценным. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Я должен был ждать ее. Но все эти годы мне, мужчине, было слишком тяжело одному с сыном. Я всего лишь обычный человек. Хочу жить обычной жизнью. Хочу, чтобы рядом была жена. Жена, не волнуйся. Теперь в моем сердце только ты. Посмотри за окно. Боюсь, кто-то подслушивает. Ты Ян Цзянь. Лю Янчан, поздравляю тебя. Снова женился. Ты помнишь мою третью сестру? Она провела 3 года под горой Хуашань. Если она пообещает больше не искать тебя, я освобожу ее. Но она отказалась. Ян Цзянь, почему ты не оставишь меня в покое? Я всего лишь смертный. Такая фея, как Сань Шенму, полюбила меня. Как я мог отказать? Ты не хочешь, чтобы мы были вместе? Хорошо. Я расстался с ней. Я снова женюсь, почему ты опять пришел? За какие грехи я, Лю Янчан, встретил вас, брата и сестру? Моя жизнь разрушена вами. Нет, это неправда. Я всегда думал о Сань Шенму. В моем сердце только она. Кто знает, что происходит? Это совсем не то. Что мы знали? Ты так легко от всего открестился. Моя сестра, которую я вырастил с детства, ради тебя без колебаний использовала против меня драгоценный фонарь Баолянь.
Ты достоин этого. Ты даже отдал кровь моей семьи. Я хотел тебя убить и Чэнь Сина забрать, чтобы самому воспитать, но я не могу допустить, чтобы он был как я, с детства без отца и матери. Ради Чэнь Сина, сегодня я пощажу твою жизнь. Я не позволю тебе предать мою Сань Шенму. И не смей думать о новой женитьбе. Сань Шенму столько настрадалась из-за тебя. Ты должен быть достоин ее. Только что мое заклинание заставит посторонних забыть. Что касается тебя, мне придется поработать еще немного. Подойди. Янчан, кто твоя жена? Сань Шенму. Ты должен помнить, твоя жена многим пожертвовала ради тебя. Ты не можешь ее предать. Да, не могу ее предать. Думай о ней. В твоем сердце должна быть только она. Да, только она. Что бы ни случилось, даже если будут тысячи трудностей и опасностей, ты должен помнить о ней. Ты должен вырастить вашего сына, Чэнь Сина. Ты должен посвятить себя ему, чтобы он вырос взрослым, чтобы он прожил жизнь без забот. Да, вырастить Чэнь Сина. Бесстыдный негодяй. Твоя сестра, Сань Шенму, ради тебя пошла против небесных законов, поссорилась с родным братом. Добровольно позволила заточить себя под горой Хуашань, без надежды на освобождение. А ты сразу же захотел жениться на другой. Зря мы тебя тогда спасали. Мы думали, ты такой верный и преданный муж. Оказалось, вся твоя верность была лишь под давлением Ян Цзяня. Даже собственного сына можешь отдать кому угодно. Ты достоин быть мужем и отцом? Да. Я чуть не женился снова. Но что с того? Вы, боги, не едите человеческой пищи. А я живой человек. Сань Шенму хороша, но она под горой. Мне нужно жить, а сыну нужен кто-то, кто о нем позаботится. Я возвращаюсь домой вечером, и рядом нет никого, кто бы согрел мне постель. Я говорю вам, я не виноват. Виноваты вы, боги, которые установили эти дурацкие правила, разлучили нас, а теперь вините меня? Я самый невинный из всех. Больше всего в жизни я жалею о том. Все дело в том, что я знала их, брата и сестру. Я все это время ненавидела не того человека. Мой второй господин никогда не причинял мне вреда. Это я сама плохо разбиралась в людях. А я своими руками призвала 9 небесных кар. Второй господин. Все бессмертные друзья. Мой отец был неправ, он предал мою мать. Но это вовсе не значит, что Ян Цзянь не виноват. Позже, чтобы сохранить свой трон судьи небес. Он жестоко расправился со мной, снова и снова загоняя меня в безвыходное положение. И он убил Динсан. Уже за это одно я никогда в жизни не прощу его. Чэнь-сан, этот божественный топор слишком полон злой энергии. Твоей нынешней силы недостаточно. Приблизишься, погибнешь. Моя мать все еще страдает под горой Хуашань. Я больше не могу ждать. Чэнь-сан. Не пытайся. Чэнь-сан, Чэнь-сан, этот топор убьет тебя. Пойдем. Мы найдем другой способ спасти маму. Другого способа нет. Это единственная надежда. Чэнь-сан, злая сила божественного топора слишком велика, потому что он отталкивает твою ауру. Что ты понимаешь? Ты, лиса-оборотень, что ты умеешь?
кроме как злословить. Я просто хотела ему помочь. Ты, лиса-оборотень, держись от него подальше. Если бы не защита тебя, как бы он снова и снова получал ранения. Если бы в этом мире не было Ся Юй, Чэнь-сан смотрел бы только на меня. Дин Сян, ее внутренний демон, пробудился. Как только внутренний демон выйдет из-под контроля, он поглотит разум и превратит ее в демона. Тогда Обратного пути уже не будет. Невозможно. Дин Сан не. Дай мне. Вставай. Не пытай. Чэнь-сан, этот топор убьет тебя. Пойдем. Мы найдем другой способ спасти маму. Чэнь-сан, отпусти скорее. Почему? Почему я ничего не могу сделать? Каждый раз, когда он в опасности, я могу только смотреть. Если. Если бы у меня было больше сил, смогла бы я ему помочь? И тогда он смотрел бы только на меня. Чэнь-сан, соберись. Не позволяй его злобе влиять на твой разум. Это все ты, лиса. Если бы ты не отвлекала его здесь, как бы он мог так поступить? Дин Сян, ты сошла с ума. Я спасаю его. Спасаешь его? По-моему, ты хочешь его убить. Я не позволю тебе добиться своего. Умри. Дин Сан, стой. Что ты делаешь с Ся Юй? Нет. Именно потому, что он защищает тебя, эту лису, он и отвлекается. Он и получает ранения. Как только ты исчезнешь, все будет хорошо. Дин Сян, очнись. Тобой управляет демоническая энергия топора. Демоническая энергия? Нет, это мои искренние слова. Мне надоело. Почему ты ничего не делаешь, а он видит только тебя? Я прошла с ним через огонь и воду. Я за него под удар подставлялась. А он? Разве я была ему дорога? Хорошо, что второй брат подоспел. Чэнь-хан, иначе вы трое натворили бы беды. Дин Сян уже полностью одержима. Если бы тот удар пришелся в цель, Ся Юй точно бы погибла. Он вас всех обманул. Он пришел не спасать нас, а чтобы отобрать у меня божественный топор Кайтянь. Ян Цзянь, ты подлец. Чэнь Сян, я давал тебе шанс. Но ты не только не смог поднять топор, но и не можешь уследить за женщиной рядом с тобой. Мне не нужно, чтобы ты указывал. Чэнь-сан, не упрямься. Поднимайся. Ян Цзянь, прими мой топор. Ян Цзянь, и ты дожил до такого дня. Твоя магия, которой ты так гордишься, ничто перед божественным топором.
Хорошо. Хороший удар, разделяющий небо и землю. Хозяин. Хозяин, беги скорее. Здесь все рушится. Что-то не так. Духовная энергия этого топора. Почему она точно такая же, как у Ян Цзяня? Что-то не так. Духовная энергия этого топора. Почему она точно такая же, как у Ян Цзяня? Как это возможно? Обезьяна, ты не ошибся. Божественный топор – это священный предмет, способный разделить небо и землю. Хотя старший брат Ян Цзянь силен, как же он может быть одного происхождения с божественным топором? Мои огненные глаза не могут ошибаться. В том топоре скрыт отпечаток изначального духа Ян Цзяня. Странно, странно. Хозяин, ваши раны серьезны. Чэнь Сян ударил слишком сильно. Может, мне... Не нужно. Он просто не смог контролировать божественный топор. Хозяин, Чэнь Сян ударил вас божественным топором Кайтянь. А вы все еще его защищаете. Я ждал этого дня. Чтобы божественный топор Кайтянь признал хозяина, нужна решимость идти до конца, готовность пожертвовать собой. И, что важнее, сила, способная сокрушить любые преграды. Чэнь Сян наконец-то справился. Топор, раскалывающий горы, вернулся на свое место. Моя третья сестра наконец-то спасена. Неужели все прежние притеснения Ян Цзяня по отношению к Чэнь Сяну, даже его попытки убить его, вовсе не были направлены на то, чтобы помешать Чэнь Сяну спасти мать? Это не исключено. Хотя Чэнь Сян хотел спасти мать, ему все еще не хватало той безжалостности, что приходит, когда нечего терять. Возможно, Ян Цзянь так давил на него, чтобы пробудить его потенциал, чтобы он действительно смог поднять божественный топор. Если это так, то Ян Цзянь скрывал свои намерения очень глубоко. Раньше я, старый Сунь, думал, что он всеми силами защищает небесные законы и намеренно препятствует Чэнь Сяну спасти мать. Не ожидал, что это было для его тренировки. Тренировки меня. Вы, бессмертные друзья, слишком высокого мнения о нем. Это всего лишь маскировка Ян Цзяня. Чэнь Сян. Если бы он действительно хотел меня тренировать, чтобы я взял в руки божественный топор Кайтянь и спас мать, то почему? Когда я прошел через 9 смертей, наконец-то схватил божественный топор Кайтянь и с радостью примчался на гору Хуашань, чтобы спасти мать, он все равно мне мешал. Пусть он меня ненавидит. Чэнь Сян еще молод, он не должен нести это тяжелое бремя. Сколько раз меня загоняли в тупик, сколько раз я чуть не погиб, а Дин Сян и вовсе умерла из-за него. Если все это было для моей тренировки, то эта тренировка слишком жестока и смешна. Он просто хотел под предлогом тренировки контролировать все и демонстрировать свое величие как небесного судья. Са Юй, Дин Сан, идемте на гору Хуашань спасать мою мать. Дин Хян. Она тогда уже была одержима демоном. Даже если она была одержима демоном, это Ян Цзянь ее довел. Мама, я пришел. Я сейчас же тебя спасу.
Нельзя рубить Чэнь Сина. Ян Цзян, отойди. Сегодня никто не помешает мне спасти мою мать. Чэнь Сян, ты не постиг истинного смысла божественного топора. Зло опутало тебя. Если этот удар придется, не спасет твою мать. Это лишь превратит Хуашань и окрестности в выжженную землю. Ян Цзянь, ты до сих пор пытаешься меня остановить. Ты боишься, не так ли? Ты боишься, что этот топор разобьет твой трон небесного судья. Боюсь. Я боюсь, что ты, простой смертный, даже не видишь, как божественный топор разъедает злоба. Нет, это невозможно. Ты хочешь сбить меня с толку. Чэнь Сян, злоба проникла в твои кости. Если бы я не спровоцировал тебя так, ты бы никогда не заметил перемен в Дин Сян. Ради моей сестры, я буду злодеем до конца. Чэнь Сян, ты постоянно говоришь, что хочешь спасти мать, но ты даже не можешь защитить тех, кто рядом с тобой. Ся Юй, ты в порядке? Я в порядке. Чэнь Сян, не обращай на меня внимания. Он специально тебя провоцирует. В его глазах всегда только она. Даже если я сопровождала его в гробницу топора, даже если я стала демоном ради него, он беспокоится только о Ся Юй. Дин Сян, твоя ревность – лучшая пища для этого демонического топора. Скоро, достаточно лишь подтолкнуть. Дин Сян, я даже немного восхищаюсь тобой. Ты прекрасно знаешь, что Чэнь Сян не любит тебя, но все равно следуешь за ним, как собака, виляющая хвостом и выпрашивающая жалость. Ты думаешь, что все твои жертвы тронут его? Ян Цзянь, замолчи. Не смей так унижать Дин Сян. Унижать. Я говорю правду. Дин Сян, посмотри на себя сейчас. Как ты думаешь, почему божественный топор вышел из-под контроля? Потому что ты была рядом с ним. Тьма в твоем сердце – вот источник этой демонической энергии. Это не я. Я не делала этого. Я просто хотела, чтобы он взглянул на меня. Признай, ты ненавидишь Ся Юй. И даже Чэнь Сина. Ненавидишь его за то, что он не любит тебя. То, что ты не можешь получить, ты готова уничтожить. Поэтому в тот день в Куньлуне, в гробнице топора, ты безжалостно напала на Ся Юй. Нет, это не так. Это все ты. Ты манипулировал мной. Никто не может тобой управлять. Дин Сян, ты уже поглощена демоном сердца. Если не одумаешься, то вместе с этим демоническим топором погрузишься в вечные муки. Нет, это не так. Чэнь Сян, посмотри внимательно. Если ты будешь упорствовать в заблуждении, то вот что случится с тобой и с теми, кто рядом. Это я. Я навредила Чэнь Сяну. Если я исчезну, божественный топор очистится. Чэнь Сян, возьми этот чистый топор и иди спасать мать. Ян Цзянь прав. Я сам открыл врата зла. Раньше я был слишком эгоистичен. Какая глупость. Зачем все доводить до этого? Дин Сян, почему зачем ты была такой безрассудной? Чэнь Сян, прости. Раньше я так сильно завидовала Ся Юй. Все эти дурные мысли я заберу с собой. Ты обязательно
Спаси свою мать. Динсян. Динсан. Динсян. Динсан погибла, чтобы спасти меня. И оказалась в твоих руках. Ян Цзянь, ты же мог остановиться. Ты мог не убивать ее. Второй брат. Почему ты решил так жестоко поступить с девушкой, которая любила всем сердцем и нанес ей такой удар? Дин Сян была чиста душой. Даже если ее поглотил сердечный демон, ею двигала лишь ревность. Ян Цзянь, ты же небесный судья. Неужели нельзя было найти другой способ? Он же специально это сделал. Сначала шаг за шагом довел Дин Сян до безумия. А потом чужими руками убил. Чтобы Чэнь Сян окончательно с ним порвал. Нэча, не обращай на меня внимания. Брат Ян Цзянь. Ты. Ты. Я знаю, ты хочешь спасти меня, но не нужно. Если так будет продолжаться, небесная кара разорвет твою душу в клочья. Мне все равно, почему ты убил Дин Сян, но ты даровал мне вторую жизнь. Я не могу просто смотреть, как ты умираешь. Вторая жизнь. Нэча, сегодня я прошу тебя об одном. Говори. Остановите дальнейшее раскрытие моих воспоминаний. Почему? Брат Ян Цзянь. Неужели в смерти Дин Сян тогда была другая причина? Некоторые истины Чэнь Сяну знать не следует. Он еще молод. Он не должен нести такую тяжесть. Но... Если ты все еще считаешь меня своим старшим братом, тогда считай, что брат тебя просит. Пусть все закончится здесь. Хорошо. Третий принц. В такой момент ты все еще защищаешь этого подлеца. Чэнь Сян, хватит. Прочь с дороги. Брат Ян Цзянь, прости меня. Я сделал все, что мог. Небеса свидетели. Ян Цзянь совершил тяжкий грех. Я, Чэнь Сан, сегодня, используя божественный топор Кайтянь как проводник, призываю 6-ю из 9 небесных кар. Пусть этот лицемер больше не сможет скрыться. В конце концов, не удалось скрыть, да. Ян Цзянь, зачем ты так? Царица-мать уже что-то заподозрила. Ты мог бы подождать. Зачем было так спешить с чашей Цинькунь? Ждать нельзя. Сегодня царица-мать передала мне приказ. Велев накрыть всю гору Хуашань чашей Цинькунь. Отныне ни боги, ни люди, ни демоны, никто не сможет ступить туда ни на шаг. Чаша Цинькунь. Она велела тебе использовать этот артефакт. Верно, я уже активировал ее и накрыл гору. Накрыл. Глупо. Как глупо. Ян Цзянь, ты еще глупее своего племянника. Сегодня в 3-ю стражу кто-то должен перенести семицветный камень в темницу моей сестры. Мугун, если бы моя сила была на пике, во всех 3 мирах кто смог бы прорваться сквозь барьер этой чаши? Прорваться сквозь этот барьер. Ты знал, что кто-то собирается это сделать, и все равно. Точно, я был ослеплен гневом. Ты запечатал свою силу, изначально для того, чтобы этот человек преуспел, верно. Но я пока не могу умереть. Я беспокоюсь за Чэнь Сина. Это партия. Он один никак не сможет спуститься. Мугун, надеюсь, ты меня не разочаруешь.
Что это значит, Чэньхян? Что они имеют в виду? Что значит? Ты не понимаешь. Его изначальный дух будет поврежден. Он уже слился с чашей Цинькунь. Ему еще предстоит отправиться в Куньлунь. Мало того, что мы нанесли ему тяжелые раны, ему еще предстоит с этой чашей Цинькунь получить еще один удар божественным топором Кайтянь от твоего сына. Только так ты сможешь выйти. Только так ты сможешь жить счастливо со своим мужем-негодяем и глупым сыном. Жить счастливо. Третья сестра не узнает. Больше никто не узнает. Помнишь, я тебе говорил, что царица-мать подменила заклинание, которое я установил в темнице? Верно. Ты еще сказал, что вставленное заклинание было лишь половиной. Полное заклинание – это формула для активации некоего артефакта. Если только после активации не уничтожить сам артефакт силой, иначе никто не сможет его разрушить. Этот артефакт – чаша Цинькунь. Ты. Неудивительно, что ты пошел, неудивительно. Поэтому у меня не было выбора. Если не активировать чашу Цинькунь, даже если третья сестра будет помилована, даже если небесные законы будут изменены, как только она выйдет за пределы этого светового столба, ее душа рассеется. Без шанса на перерождение. Разве нет другого способа? Началось. Мугун, просто защити мои сердечные меридианы. Не сопротивляйся. Семицветный камень не выдержит вибраций. Половина магической силы все еще запечатана, почему не забрать все обратно? Боится, что твой племянник не расколет чашу Цинькунь. Та божественная секира оказалась трехконечным двулезвийным копьем Ян Цзяня. Как такое возможно? Сокровище трех миров он собственными руками переплавил в оружие, чтобы убить себя. Неудивительно, что Чэнь Сян, несмотря на слабую культивацию, смог поднять божественный топор Кайтянь. Оказывается, это Ян Цзянь отделил свою исходную магическую силу и добровольно передал ее духовную сущность. Брат Ян Цзянь сам ищет смерти. Он с самого начала учил Чэнь Сина, как его убить. Это же его трехконечное двулезвийное копье. Божественное оружие Ян Цзяня признает лишь своего хозяина. Даже если бы ты захотел отдать его племяннику, ничего бы не вышло. А если я умру? Чтобы расколоть чашу Цинькунь, нужен только божественный топор Кайтянь. Без смерти никак. Чтобы Чэнь Сян раскрыл истинную мощь топора, необходимо руководство моей исходной силы. Но это твоя жизнь. Ты отдал ему свою основу. Ты отдал ему что свою у тебя сущность, осталось? но это же твоя жизнь. Ты совершаешь самоубийство. Ты знаешь, что если он взмахнет топором, у тебя даже шанса на перерождение не будет. Если я не умру, старые небесные законы трех миров навсегда останутся оковами, сковывающими мою сестру, и сковывающими тысячи и тысячи существ. Возможно, есть другой способ. Если кто-то добровольно сольется с божественным топором Кайтянь, с разрешения тебя, его хозяина, подавив его духовную силу, возможно, это сработает. Зачем? После раскола горы моя душа будет уничтожена, у меня нет шансов выжить. Зачем губить еще одну жизнь? Тот, кто готов умереть за Чэнь Сина, должен быть кем-то, кого он ценит. Зачем причинять ему боль? Это обычное железо уже не должно причинить ему вреда. Тогда я подтолкну его еще на шаг, и он сможет полностью овладеть божественным топором Кайтянь. Ты собираешься с этим куском бесполезного железа встретиться с Чэнь Сином, встретиться с тем, разрушающим мир божественным топором Кайтянь. Ненависть – самый острый точильный камень в этом мире. Если он не будет меня ненавидеть, тот удар топором не будет нанесен. Если тот удар топором не будет нанесен, чаша Цинькунь не разобьется, и небесные законы не изменятся. Ян Цзянь, Ян Цзянь, ты просчитал всех в этом мире, но был беспощаден только к себе. Хозяин. Брат Ян Цзянь. Второй господин. Мы, братья, были так глупы. 1000 лет следовали за тобой, но даже не смогли понять твоих истинных намерений. Мы даже собственноручно толкнули тебя на погибель. Второй брат, ты всегда такой.
С самого детства. Всю горечь глотаешь сам. Всю вину берешь на себя. Ты так хорошо воспитал Чэньхина, но заставил его ненавидеть тебя 16 лет. Ты слишком жесток. Ты слишком жесток к себе. Оказывается, ты не хотел меня заточить. Ты своей жизнью защищал меня. Я лишь желаю стать сильнее, чтобы защитить тех, кто рядом, чтобы они жили в мире и радости. Я предпочту, чтобы ты продолжал меня ненавидеть, чем чтобы ты пал духом. Тот, кто готов умереть за Чэнь Сина, должен быть для него очень дорог. Зачем заставлять его страдать? Это не так. Он же убил Дин Сан. Но он ведь спасал меня. Это я ошибся. Во всем виноват я. Я использовал данный им божественный топор, чтобы убить его. Я навлек небесную кару, чтобы уничтожить его душу и тело. Дядя. Дядя. Это я погубил тебя. Я своими руками погубил тебя. Да. Да, именно так. Именно этот вкус. Крайнее раскаяние, бесконечное чувство вины. Поистине, самая вкусная пища. Чэньсян, ты в порядке? Чэньхян, мы не можем позволить твоему дяде страдать дальше. Давай вместе придумаем, как спасти его. Спасти его? Мама, ты что, с ума сошла? Чэньхян, что ты говоришь? Он убил Дин Сан. Он разлучил нас с тобой на 16 лет. Он устроил смертельную ловушку, чтобы убить нас всех. Неужели все это было ложью? Чэнь Сян, ты сошел с ума. Правда уже раскрыта. До каких пор ты будешь заблуждаться? Правда. То, что вы видите, обязательно ли является правдой? Все это всего лишь его хитроумный план. Ян Цзянь лучше всего умеет притворяться и обманывать. Да, именно так. Он обманул всех. Он убил твою возлюбленную. Он разрушил твою семью. Ян Цзянь, главный виновник. Убей его. Отомсти за себя. За Дин Сан. Отомсти. Чэньхян, что ты несешь? Это твой дядя. Он пожертвовал всем ради тебя. Пожертвовал. Мама, ты слишком наивна. Все, что он делал, было лишь для того, чтобы сохранить свой трон небесного судья. Этого не может быть. Но второй господин. Смерть Дин Сан была самым совершенным звеном в его плане. Он намеренно довел Дин Сан до смерти, чтобы я возненавидел его до глубины души, чтобы эта пьеса выглядела еще правдоподобнее. Тогда, когда я наконец очнусь, вы все поверите ему безоговорочно. Плохо дело. В этом парне демоническая энергия. Он под контролем внутреннего демона. Массив уничтожения богов. Остатки демонической мысли. Чэнь Сян. В конце концов, его обманули. Его обманули. Он всех вас обманул. Сегодня я этим божественным топором покончу с этим величайшим лицемером 3 миров. Дядя, он недостоин. Чэньхян, очнись. Посмотри на меня, я твоя мать. Ты под контролем демона Херца. Быстро опусти топор. Прочь с дороги. Сегодня я обязательно убью этого демона 3 миров, чтобы отомстить за Дин Сан. Чэньсян, посмотри на мать. Ты забыл свою первоначальную цель спасти мать ценой жизни. Не слушай ее. Твоя мать ослеплена Ян Цзинем. Они все против тебя. Убив Ян Цзаня, ты сможешь по-настоящему защитить ее. Защитить ее. Убить Ян Цзаня. Это лучшая защита для нее. Чэнь Сян, твой противник я. Хочешь тронуть старшего брата Ян Цзяня? Сначала переступи через мой труп. 3 принц. Тебя он тоже сильно обманул.
Что ж, сегодня я покончу и с тобой. Какая мощная сила! Это уже не его собственная сила. Это сила, это демоническая энергия массива уничтожения богов. Это сила, это демоническая энергия массива уничтожения богов. Это сила, это демоническая энергия массива уничтожения богов. Это сила, это демоническая... Чэнь Сян, ты одержим. Остановись немедленно. Чэнь Сян, не смей вредить второму господину. Кучка сброда. Сегодня я покажу вам истинную мощь божественного топора Кайтянь. Эта демоническая энергия поглощает божественную силу. Все назад. Выстраивайтесь в строй для самозащиты. Чэнь Сян, я не могу позволить тебе продолжать ошибаться. Эту партию должен закончить я. 16 лет я строил планы, оберегая твой рост, чтобы ты расколол гору и спас мать, став великим героем. Но я не учел, что остатки массива уничтожения богов будут питаться твоим чувством вины и затянут тебя в бездну. Что ж, сегодня пусть дядя устранит для тебя это последнее препятствие. Отпусти меня. Ты демон. Вон из моего тела. Убирайся. Чэнь Сан, ты сам меня впустил. Твоя вина, твое раскаяние, твое негодование – это самая глубокая тьма в твоей душе. Это ты своими руками открыл мне дверь, взрастил меня. Это ты дал мне силу. Нет, я не давал. Я просто ненавижу себя. Ха-ха-ха. Ненавидишь себя. Ты ненавидел Ян Цзяня, но понял, что в итоге ненавидел не того. Ты не можешь принять свою глупость, и тем более не хочешь признать, что это ты своими руками толкнул дядю на смерть. Поэтому ты предпочитаешь верить, что он лицемер, чем признать, что ты убийца своих родных. Твоя трусость – вот моя лучшая колыбель. Отпусти ребенка. Твой противник я. Ян Цзянь, ты уже на исходе сил. Твоя душа покинула тело, и ты все еще смеешь идти на смерть. Хватит болтать. Тогда на горе Хуашань я смог отрубить твое демоническое тело и отсечь тебе руку. Сегодня я смогу здесь уничтожить твою душу. Дядя, не надо. Уходи. Ты не сможешь его победить. Твоя душа вот-вот рассыплется. Это мое море сознания. Его сила будет бесконечной. Чэнь Сян, не бойся. Закрой глаза. Помни, ты герой. 3 мирам нужен герой, который разрушит несправедливость. Ты должен быть победоносным героем. Ян Цзянь, твоя магия иссякла, твоя изначальная душа ослаблена. Ты всего лишь стрела, выпущенная из лука. Как ты можешь со мной сражаться? Умри. Я, Ян Цзянь, за всю свою жизнь не смог защитить мать, не смог защитить сестру, теперь я ни за что не позволю, чтобы мой племянник остался без защиты. Невозможно. Твоя изначальная душа явно достигла предела. Ты думаешь, почему я, будучи тяжело раненым Чэнь Сином, все равно насильно оставил 1/10 часть своей магии? Ты что? Именно для этого дня, чтобы погибнуть вместе с тобой. Дядя, нет. Нет, это истинный огонь солнца. Ты сжигаешь свою изначальную душу. Ты сошел с ума. Ты сгоришь дотла. Твоя душа рассеется. Даже шанса на перерождение не будет. Чэнь Сян, это последнее, что дядя может для тебя сделать. Это последнее, что дядя может для тебя сделать. Ян Цзянь, ты победил. Но ты тоже не выживешь. Чэнь Сян, в будущем будь хорошим позаботься о своей матери.
Не расстраивай ее больше. Дядя, Хозяин. Проснись, хозяин. Его больше нет. Его изначальный дух полностью рассеялся. Я не чувствую даже малейшего следа его ауры. Мама, нет. Дядя, это я тебя погубил. Я своими руками убил тебя. Я заслуживаю смерти. Я заслуживаю смерти. Почему я так ненавидел тебя? Почему я не хотел тебе верить? Я использовал данный тобой топор, чтобы ударить тебя. Я навлек небесные кары, чтобы ты исчез навсегда. Это я должен был быть уничтожен. Дядя, вернись. Глупый ребенок, глупый ребенок. Зачем так страдать? Смотрите, есть еще проблеск души. Это изначальный свет души. Это последний проблеск души, которым Ян Цзянь защитил свою изначальную сущность. Что это значит? Дядю еще можно спасти. Чэньсян, не радуйся раньше времени. Это лишь крошечная часть его божественного сознания. Она может погаснуть в любой момент. Изначальный дух истинного владыки уже рассеялся по 6 путям перерождения. Если мы не сможем собрать его изначальный дух в течение 7 дней, как только этот проблеск души погаснет, он действительно исчезнет навсегда. Воссоединить его истинный дух. Как это сделать? Лишь бы спасти дядю. Я готов отдать свою жизнь. Для воссоединения истинного духа нужна мощнейшая созидательная сила. А также кто-то должен войти в пространство реинкарнации и собрать все разрозненные фрагменты по одному. Но это слишком опасно. Это запретная зона небесного Даа. Малейшая ошибка, и вас поглотит пустота. Я пойду. Старший брат Ян Цзянь когда-то спас меня. Этот долг я обязан вернуть. Я тоже пойду. Второй брат оказался в таком положении из-за меня. Из-за новых небесных законов. Я не могу позволить ему просто исчезнуть. Что ж, раз ваше решение непоколебимо, я помогу вам. У меня есть защитная пилюля, созданная Лаа Цюнем. Она временно защитит ваши души от разлагающей силы реинкарнации. Запомните, через 7 дней врата реинкарнации закроются ровно в срок. Независимо от того, нашли вы что-то или нет. Вы должны немедленно вернуться. Иначе навсегда останетесь в ловушке реинкарнации. Идите, помните. Все, что вы увидите в пространстве реинкарнации, это лишь воплощение навязчивых идей. Не поддавайтесь им чрезмерно. Будьте осторожны, все. Держитесь рядом со мной. Не разбредайтесь. Это место такое жуткое. Кажется, мою душу высасывают. Я словно чувствую присутствие второго брата. Очень слабые. Очень слабые. Компас отреагировал. Фрагменты его души должны быть там. Отец. Отец, это Ланер. Что происходит? Он нас не видит. И не слышит. Сань Шенму. Все, что вы сейчас видите, это лишь наваждение истинного владыки Эрлана. Для людей и событий этого времени и места. Вас не существует.
этот ребенок, второй брат в детстве. Отец, дров на сегодня хватит. Вы вспахали поле, теперь отдохните. Я помогу маме приготовить ужин. Разве я не говорил? После тренировки иди учиться. Не нужно больше заниматься домашними делами. Старший брат с торговым караваном постоянно в отъезде. Редко возвращается. Сегодня мама обязательно приготовит что-нибудь особенное. Если я сделаю больше, ей, пожилой, не будет так тяжело. Ах ты, дитя, думаешь больше, чем взрослые. Ладно, не будем об этом. Иди сюда, Цзянер. Помнишь, что сегодня за день? Посмотри на это. Красиво, правда? Как красиво. Папа, это мне? Может, лучше младшей сестренке отдашь. Она больше всего любит такие безделушки. Все время балуешь свою драгоценную сестренку. А вот это ей отдавать нельзя. Это особый подарок, который папа сделал для тебя, используя мамину золотую шпильку. Глупыш. Сегодня ведь твой 13-й день рождения. Что, Далянер? Я сделаю ей другой, когда у нее будет день рождения через несколько месяцев. Второй брат, ты всегда обо мне заботишься. Мама, Мама. Мама. твой папа только что тебя искал. Нашел. Нашел. Я сказал папе отдохнуть, а сам помогу тебе с готовкой. Я помогу тебе с готовкой. Вы, отец с сыном, и правда очень близки. Он всем сердцем старался приготовить тебе подарок на день рождения. А ты везде боишься, что он устанет. Помедленнее, помедленнее. Девочка Лян. Разве папа не говорил? Ян Цзянь на кухне. Куда ты так спешишь? Ян Цзянь, это не потому, что старший брат ленится. Девочка Лян ни в какую не хотела, чтобы я расчесывал ей волосы. Она обязательно должна была найти тебя здесь. Эта девчонка, и правда, все время липнет к своему второму брату. Ся Цзянь, сначала успокой сестру. А то она тут вся в пыли испачкается, и у тебя снова будут проблемы. Я хочу только второго брата. У старшего брата руки тяжелые. Он не такой внимательный, как второй брат. Хорошо, хорошо. Ты все равно только второго брата признаешь. Старший брат, иди разжигай огонь. Я верну тебе твоего второго брата. Договорились. Брат, ты так старался. Я пойду помою эту девчушку. Брат, ешь. Младшая сестра такая пристрастная. Знает только, как быть доброй к Ся Цзиню. Хорошо, что меня не часто дома бывает. Иначе я бы от зависти умер. Ха-ха. Сегодня день рождения Ся Цзяня. Редко бывает, что ты, Чжэнь, тоже здесь. Когда вся семья собирается вместе, это лучше всего. Ты просто хвастаешься. Это собрание лучше всего. Конечно, лучше. Я все утро готовил. Тогда хорошо. Я подниму тост за жену. Сначала поблагодарю за кулинарные таланты. А потом поблагодарю за то, что подарила мне 3 таких замечательных детей. Папа тоже очень пристрастен. Золотой замок Ся Цзяня он целый день нес по горной дороге и переделал его из маминой шпильки в городе. У старшего брата в детстве такого не было. В день рождения хотя бы лишнюю порцию мяса получить уже было бы счастьем. Брат, я. Глупыш, неужели ты правда думаешь, что старший брат будет из-за этого переживать? Да брось, какие шутки. Разве старший брат такой мелочный? Чжэньер, хватит дразнить младшего брата. Он с детства все принимает слишком близко к сердцу. Когда родные делают вид, что расстроены, он сразу верит и начинает волноваться. Ты же это прекрасно знаешь. Значит, в детстве старший брат Ян Цзянь был таким. Мы никогда не видели его таким. Дядя. Это фрагмент детских воспоминаний истинного владыки, соответствующий осколок его души.
Вам уже удалось собрать один. Продолжайте поиски. Оставшиеся осколки скрыты в более глубоких навязчивых мыслях. Смотрите. Старший брат Ян Цзянь прямо впереди. И ты отправляешься за эликсиром бессмертия. Я помогу тебе. Брат Ян Цзянь, с твоей помощью великое дело будет свершено. Я как раз переживал, что путь впереди слишком опасен, и одному его не пройти. Кто бы мог подумать, что я увижу тебя снова. Тогда я был вынужден проглотить пилюлю и вознестись. 1000 лет меня мучила совесть. Я чувствовал вину. Фея Чинье с тех пор сможет жить вечно и оставаться с Хау и до конца жизни. Это было бы прекрасно. Но хотя я думаю о ней и уважаю ее, я лишь желаю ей добра, ничего больше. Зачем ты напал на меня? Как Хау и мог вдруг напасть на брата Ян Цзяня? Мы же видели, что брат Ян Цзянь ничего не сделал, чтобы навредить ему. Тебе интересно, почему я тебя ранил? Ты думаешь, я не знаю. Ты замышляешь что-то против Чинье. Если бы я не ударил первым, кто знает, когда бы ты меня убил и забрал мою жену. Я думаю о ней и уважаю ее, но это совсем не так грязно, как ты думаешь. Надеюсь, перед Чинье ты останешься героем. Чтобы Чинье могла всю жизнь быть с тем, кого любит, и никогда не расставаться. Что ты делаешь? Я так усердно искал лекарства, конечно, чтобы съесть его самому. Есть только одна бессмертная пилюля. Разделив ее, можно вместе обрести бессмертие. Если ты съешь ее, что будет с Чинье? Чинье. Если бы не она, как бы царица-мать из зависти обрушила свой гнев на меня. Она заставила меня сбить 10 солнц, чтобы наказать и отправить в Нижний мир. Я был небесным генералом, почему я должен страдать из-за нее? Теперь я, конечно, вернусь на небеса. Разве это не прекрасно? Ты воспользуешься моментом, исполнишь свое желание и будешь жить с ней долго и счастливо. Замолчи. Как ты смеешь так оскорблять ее? Она всем сердцем предана тебе, спустилась с тобой в мир смертных, вела хозяйство ради тебя. А ты так с ней поступаешь. Он убил и? Нет, сестра Чинье. Тот Хауи смеялся, а потом вдруг закашлялся кровью и упал. Он сам навлек на себя беду своими злыми делами. Это не имеет отношения к Ян Цзиню. Но я же ясно помню, что он вернулся. Это я проглотила эликсир бессмертия и покинула его. Как же так? Как же так? Сестра Чинье, не думай пока об этом. Мы узнаем, если продолжим смотреть. Спешка не приносит пользы, чрезмерные желания губят. Котел раскололся, эликсир готов, изначальная энергия. Котел раскололся, эликсир готов. Как мне ей это сказать? Она так доверяет Хауи, считает его героем. Если она узнает правду, как она выдержит? И ты наконец-то вернулся. На самом деле, нам не обязательно быть бессмертными. Пока мы любим друг друга, мы можем стареть вместе, как обычные люди. И жизнь прожита не зря. И ты ранен. Я был слишком неосторожен. Быстрее залечи раны. Не затягивай. Мэмэ. Рана серьезная, нужно хорошо восстановиться.
Я серьезно ранен на этот раз. Мне потребуется несколько месяцев на восстановление. Постели мне кровать в соседней комнате. Я поживу там какое-то время. И ты очень сильно ранен. Если бы не я, ты бы не пострадал. Раз ты ранен, тебе нужно хорошо восстановиться. Я пойду в соседнюю комнату. Прекрасная игра на цитре. И что ты понимаешь в хорошей игре на цитре? Разве ты не говорил, что засыпаешь, слушая мою игру? Сегодня я как раз хочу усыпить тебя. Я видел, что тебе нравится, поэтому тайно учился какое-то время. Немного разбираюсь. Ты учился играть на цитре ради меня? Тогда я проверю тебя. Что я только что играл? Говори быстро, не угадывай. Кажется, пропустил один отрывок. Позже мелодия стала пустой и холодной. Как будто воспевала пейзажи лунного дворца. Действительно угадал. Не угадал? Умеешь играть на флейте? Тогда как насчет того, чтобы сыграть вместе с Сунюй? Это мелодия, которую я часто играю. И ты только начал учиться. Давай просто попробуем. Не нужно себя заставлять. Фея ошиблась во мне, я так обманывал ее. В конце концов, я поступил с ней несправедливо. Я лишь желал защитить ее на время, позволить ей сохранить эту красоту. Брак с Хау и тогда, хоть и был назначенным, я все равно относилась к нему всем сердцем. Уважала его, любила его. Но он всегда был равнодушен к романтике. К музыке, шахматам и живописи он не проявлял никакого интереса. Мне одной было скучно заниматься этим. Только эти последние 3 месяца, хоть мы и спали в разных комнатах, были настоящей гармонией. Мы понимали друг друга. Оказалось, что тот, кто понимал меня, был не он. Был не он. Ян Цзянь, ты обязательно должен вернуться. Дядя, проснись. Пойдем со мной. Чэнь Сян, второй господин, кажется, не хочет отвечать нам. Что делать? Второй брат, я знаю, ты устал. Ты пережил слишком много страданий. Но мы все ждем тебя. Чэнь-Сян тоже ждет тебя. Второй господин, пойдем домой с нами. Братья из Гуанцзянкоу все еще ждут тебя. Всю мою жизнь я слишком многим остался должен. Остаться здесь для меня — это лучшее пристанище. Нет, дядя. Нет, дядя, нет, дядя. Вернись с нами. Чэнь Сян, ты вырос. Отныне я доверяю тебе 3 мира. Беда. Врата перерождения закрываются. Скорее назад, иначе будет поздно. Быстрее уходите, иначе мы здесь застрянем. Дядя. Вы вернулись. Ну как? Духовная сущность истинного владыки. Мы нашли только это. Лишь один осколок духовной сущности. Вряд ли нам удастся восстановить его духовную сущность. Тайбаи Цзиньсин. Разве нет другого способа? Ладно. Возможно, если мы объединим наши силы, мы сможем попытаться. Быстрее! Поддержите меня!
Направьте свою силу бессмертных, чтобы помочь Ян Цзиню восстановить духовную сущность. Нет, мы не позволим дяде просто уйти. Друзья бессмертные. Вложите всю свою силу в божественный топор. Я использую силу топора, чтобы обратить судьбу вспять. Восстановим изначальный дух дяди. Я тоже с вами. Я, Старый Сунь, уважаю этого Эрлан Шеня. Сегодня я, Старый Сунь, сойду с ума вместе с тобой, парень. Брат Ян Цзянь, я, Нечша, в неоплатном долгу перед тобой. Этого долга мне не вернуть за всю жизнь. Ты должен вернуться. Второй господин. Мы, братья, были глупцами. Сегодня мы готовы потратить тысячи лет совершенствования, лишь бы вернуть вас. Чэнь-сан, ты умрешь. Дядя, ты отдал за меня все. На этот раз я буду защищать тебя. Ты сжег свой изначальный дух, чтобы я прозрел. Я сожгу свою жизнь, чтобы ты возродился. Даже если мне придется пожертвовать своей жизнью, я верну тебя. Небо и земля безграничны. Использую законы Вселенной. Душа, вернись. Не получается. Не получается. Не получается, изначальный дух истинного владыки слишком сильно поврежден. Мы можем лишь сохранить этот остаток его души от рассеивания. Дядя. Чэнь-хян. Можем сохранить лишь остаток души. Я все равно не смогла его спасти. Брат, неужели наша братско-сестринская связь оборвалась здесь? Драгоценный фонарь Баалянь. Ты тоже хочешь спасти хозяина. Верно. Ты тоже не хочешь расставаться с хозяином. Правда. Брат, это ты. Ян Цзянь, старший брат, не волнуйся. Отныне и впредь Чэнь Сина и Сань Шенму я, Нечша, буду защищать. Истинный владыка Эрлан, ты настоящий герой, что поддерживает небеса и землю. Я, Старый Сунь, уважаю тебя. 3 мира запомнят тебя. Дядя, не волнуйся. Твой путь, который ты не закончил, я пройду за тебя. Отныне и впредь я посвящу всю свою жизнь, чтобы защищать маму, защищать 3 мира. Чэнь-сян, 3 мира нуждаются в герое, который разрушит несправедливость. Все грехи я возьму на себя. Всю надежду я оставляю тебе.